столице Болгарии Софии демонтировали памятник советской армии. Официальная причина сноса – плохое состояние. Монумент может рухнуть якобы из-за крупных трещин. Памятник был установлен в 1954 году в знак признательности советской армии. Освободительница его отреставрируют, а скульптуры перенесут в музей социалистического искусства. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Более полусотни человек пострадали в результате ночной атаки на Киев. Армия РФ ударила по столице України іскандерами і С-400. Вибух почула. 3 години ночі, спали всі. Що ми могли почути? США не сделают Путину рождественского подарка в виде прекращения помощи Украине. Итоги визита Зеленского в США. Решения, которые мы принимаем сейчас, определят будущее на десятилетия вперед, особенно в Европе. Пятно на теле человечества. Израиль возмущен требованием Генассамблеи ООН прекратить огонь. Никакая бумажка, особенно принятая предвзятым политизированным большинством, не помешает Израилю защищаться. Почти 150 тысяч новых подписчиков, 250 000 просмотров, почти 1000 новых видео. Это все итоги работы команды Нехта Лайф на ютубе за год. И без вас мы бы не добились таких ошеломляющих результатов. Ведь вы оставили под нашими видео почти 700 тысяч комментариев и поделились нашими роликами 500 000 раз. Благодарим вас за поддержку и врываемся в новости. 53 человека пострадали, 20 из них госпитализированы. Армия РФ минувшей ночью ударила по Киеву баллистическими ракетами. Воздушные силы ВСУ сообщили, сбили 10 ракет, которые российские военные выпустили по Киеву. Это были «Искандер» и зенитные С-400. На месте ударов спасатели развернули пункты обогрева. Вибух почула. 3 години ночі, спали всі. Що ми могли почути? Почули вибух, потім сирену почули. Так, вже після вибуху. Да, побігли в дитячу, скло летіло. Дитина поранена, посічена все. Вийшли, звернулись до лікарів. По словам мэра города Виталия Кличко, в Днепровском районе повреждено здание больницы и морга. Больше всего пострадали жилой дом и детский сад в Днепровском районе. Жителей многоэтажки эвакуировали. Продолжаются следственно-оперативные действия, после которых людям разрешат забрать необходимые вещи, а выбитые стекла коммунальщики затянут пленкой. После этого город начнет свою экспертизу. Если несущие конструкции дома невредимы, мы оперативно восстановим жилье, чтобы жильцы как можно скорее вернулись в свои дома. Если же повреждения конструкций критичны, будем рассматривать вариант капитального восстановления дома. Восстанавливать придется и детсад. На время восстановления городские власти предоставят временное жилье пострадавшим жителям. Также на месте работает пункт обогрева, развернутый спасательной службой. Одессу же атаковали дронами, 2 человека пострадали и с ожогами попали в больницу. В Одесской области силы ПВО сбили 9 дронов «Камикадзе». Один из них упал на территории коммунального авторемонтного учреждения. На месте произошел пожар, который был оперативно ликвидирован сотрудниками ГСЧС. Ангар разрушен до основания, 3 автомобиля выгорели, 11 повреждены. В Одесском районе из-за попадания обломков еще одного сбитого дрона произошло частичное разрушение здания припортовой инфраструктуры. Пострадавших нет. Правоохранители фиксируют последствия очередных преступлений россиян. Путин напрасно делает ставку на то, что США не смогут помочь Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Байден и далее пообещал поддерживать Киев, несмотря на блокировку республиканцами военной помощи. Он также подчеркнул, что нельзя сделать Путину самый большой рождественский подарок, ослабив поддержку Украины. Решения, которые мы принимаем сейчас, определят будущее на десятилетия вперед, особенно в Европе. Это один из таких моментов. Конгресс должен принять дополнительное финансирование для Украины до того, как он уйдет на каникулы, прежде чем он преподнесет Путину самый большой рождественский подарок, который только может быть. И потому что мы видим, что происходит, когда диктаторы не платят цену за ущерб, смерти и разрушения, которые они причиняют, и продолжают действовать, когда цена не платится. Угроза для Америки, Европы и всего мира будет только расти, если мы не будем действовать. И я намерен, чтобы мы действовали. Американский народ, и демократы, и республиканцы, я думаю, понимают это, и они понимают, какая реальная борьба идет сейчас.
Байден сообщил, США выделят $200 миллионов на военные нужды Киева. Встрече президентов предшествовало выступление Зеленского перед членами Конгресса. Он полностью отверг идею о мире с Россией ценой уступок захваченных территорий України. Як може Україна просто віддати свої території? Тобто це абсолютне божевілля. І якщо чесно, ми дуже часто згадуємо Бога, це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди, там живуть сім'ї, там діти. І все це частина суспільства українського. Але ми говоримо про живих людей. Їх над ними знущаються, їх гвалтують, їх вбивали. І ми це прекрасно знаємо. І тим голосам, які пропонують віддати наші території, як віддати своїх людей. Питання ж не тільки в землі, питання в живих людях, в їх судьбах, в історіях їх. Питання в цих сім'ях і в дітях. Віддати територію, віддати дітей. Ну нехай ті голоси, я не знаю, хто про це говорить. У мене до них одне питання, чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористам? Думаю, що ні. Россия потеряла в войне с Украиной 315 тысяч военных. Свежие данные обнародовала разведка США. Это примерно 87% всего личного состава, который был у РФ на момент начала полномасштабного вторжения. По данным американской разведки, к февралю 2022 года в распоряжении российского Минобороны было 360 тысяч бойцов. Помимо живой силы, российская армия с начала конфликта потеряла 2200 танков из имеющихся 3500, а также 4400 из 13600 БМП и бронетранспортеров. Эти потери являются причиной того, что Россия ослабила стандарты набора персонала для дислокации в Украине. Масштаб потерь вынудил Россию принять чрезвычайные меры для поддержания своей боеспособности. Россия объявила о частичной мобилизации 300 тысяч человек в конце 2022 года и смягчила стандарты, позволяющие вербовать осужденных и пожилых гражданских лиц. Огромные потери понесла армия РФ в Донецкой области. За последние 2 месяца там погибли 13 тысяч российских военных на линии Авдеевка-Новопавловка. Белый дом решил раскрыть некоторые данные разведки, чтобы повлиять на Конгресс, поторопиться с решением о помощи Украине. О потерях у Марьинки, это тоже неподалеку от Донецка, американская разведка отдельно не сообщила. Но пропагандистские каналы страшно радуются тому, что армии РФ удалось завоевать город. Хотя, по сути, это руины. От Марьинки осталось одно название. Город уничтожали почти 10 лет, из них 2 года в активной фазе. Израильские военные начали закачивать морскую воду в сеть тоннелей исламистской группировки «Хамас» в секторе Газа. Об этом со ссылкой на американских чиновников пишет Wall Street Journal. Процесс пока что находится на ранней стадии, отмечает газета. В начале декабря армия обороны Израиля установила 5 водяных насосов возле лагеря беженцев Аш-Шати в городе Газа. Их мощности позволяют перекачивать в тоннеле «Хамас» 1000 кубометров воды в час и затопить их за несколько недель. Генеральная ассамблея ООН на экстренном заседании большинством голосов потребовала немедленного прекращения огня в секторе Газа. 153 страны высказались за, 10 против и 23 воздержались. Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал резолюцию Генассамблеи лицемерной, ведь в ней совсем не упоминается о зверствах Хамас. Эксплуатация палестинцев превратила ООН в моральное пятно на теле человечества. Почему вы позволяете делать Организацию Объединенных Наций устаревшей? Если намерения этого органа справедливы, почему бы вам для начала не потребовать прекращения огня только от тех, кто виновен в нарушении 2 предыдущих? Почему бы вам не призвать к ответу насильников и убийц детей? Никакая бумажка, особенно принятая предвзятым политизированным большинством, не помешает Израилю защищаться от тех, кто стремится к нашему уничтожению. Росавиация отчиталась о снижении числа авиапроисшествий в России на 1,3%. Эта статистика стала ответом на статью в американском Newsweek о катастрофическом состоянии отрасли из-за санкций. В журнале подсчитали, что число аварий самолетов в РФ выросло втрое. Впрочем, Росавиация утверждает, что число происшествий, наоборот, снижается на фоне роста налета. В 2023 году этот показатель вырос на 6,5%.
40%. Тогда как, согласно подсчетам Newsweek, с сентября по декабрь этого года в России произошли в общей сложности 60 инцидентов. Среди них вынужденные посадки, возгорание двигателей, неисправности и другие технические проблемы, из-за которых самолетам пришлось изменить запланированные маршруты. Нет пока повода говорить, что настолько драматичная ситуация, что самолеты прям перестанут летать уже завтра. Ситуация с безопасностью полетов в России в целом, она постепенно и поступательно ухудшается еще с доковидного периода, еще до начала действия всяких санкций из-за войны на Украине. Поэтому это явление, которое мы наблюдаем сейчас, оно скорее такое прогнозируемое, то есть оно примерно так и ожидалось, что будет. Можно сказать, что какие-то части самолетов действительно выходят из строя чаще, чем это было раньше, но при этом нужно помнить, что на самом деле те санкции, на которые авторы этих санкций возлагали большие надежды, они оказались не настолько эффективны в отношении российских авиакомпаний, которые продолжают сохранять доступ к техобслуживанию, в том числе современных иностранных самолетов. Просто теперь им это выходит в 2,5-3 раза дороже. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!